что, друзья, всем привет. Сегодня речь у нас пойдет вот об этих двух деталях. На самом деле я этот ролик спонтанно решил снять и решил поделиться с вами определенным таким лайфхаком. Лайфхак заключается в следующем, что вот этот паук в сборе стоит там условно 6 тысяч рублей. У меня износились вот эти ролики. Они имеют вот такую выработку. Вот, и фактически за счет этого, в принципе, вы можете наблюдать, когда вы разгоняетесь, вообще тахометр у вас доходит до 3000 оборотов, потом резко оп так и перескакивает на 4. Это как раз вот из-за такой выработки на ролике. Поэтому здесь эти ролики под замену. Я узнал, сколько этот ролик стоит. Посмотрел, он стоит порядка 800 рублей, 700, 800, 900. Ну, соответственно, в сборе там выходит порядка на пятерку все это дело. Плюс-минус, так вот выбираем. Далее, что? Я думаю такой, решил сэкономить, решил поглядеть, сколько стоит на стелс такие ролики. И офигел, они стоят 1250 рублей, они дороже даже, чем на BRP. Блин. Я решил погуглить, кое-кто мне, добрый человек, подсказал, что вот этот паук в сборе вместе с пятаками будет стоить 6 рублей. То есть, получается, я за 6 рублей покупаю паук, пятаки, слайдеры. То есть, соответственно, и ролики еще. Вот сейчас я по факту заменю ролики и поставлю обратно паука. А давайте теперь все-таки сравним, чем отличается BRP-шный Rotax паук от стелсовского. Невооруженным взглядом видно, что в нем есть отличия. Например, визуально здесь есть выштамповка TGB, здесь ее нет. Здесь вот это так вот достаточно корявенько сделано. Здесь оно сделано примерно вот как-то в таком формате. Вот так. И вот так. Далее, что мне бросилось в глаза. Вот если поставить два элемента рядом, вот, соответственно, можно посмотреть, как они отлиты. Они по-разному отлиты. То есть вообще матрица может быть одна, но она изменена. То есть она реплика вот этой сделана. И как-то вот, если визуально посмотреть на нее, видите, у нее, соответственно, другие вот эти части, отверстия. Они вроде похожи, но они другие. Но паук в целом практически идентичен. То есть вот эти элементы похожие, я смотрю. Вот эта выштамповка чуть отличается. Здесь, видите, она выпуклая, а здесь впуклая. Также какие еще вещи. Здесь, например, вот серийник выбит. Здесь серийника вообще не выбито никакого. Здесь написано Rotax. Ну, в целом, внутри давайте посмотрим. В целом здесь дальше все практически идентично. Ролики, в принципе, по фактуре своей, как вы можете заметить, они практически идентичны. Здесь уже поизносилось. Давайте посмотрим пятаки. Пятаки у нас опять-таки практически все идентичны. То есть, что в принципе делают, что в принципе они пригодны для использования на Ротоксе вариаторе. Поэтому, ребят, хотите сэкономить и, в принципе, еще, назовем так, выиграть, купить сразу 3 в одном, и паука, и втулки, и ролики, то можно взять вот такой вариант. Кто-то может меня судить, может купить просто пятаки от BRP. Вопрос, как бы, дело вашего выбора. Я хочу попробовать, потестировать, сколько это будет ходить. А дальше будет видно. Ребята, жду ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки.